зовут Елена. Сегодня 6 ноября 2021 года, и я на своем канале о вязании. Сегодня решила заснять такое видео лицом в кадре к вам. Хочу вам показать свои любимые свитера, джемпера, которые я вязала своими руками. Вот. И самый первый мой джемпер, который я вам покажу, это вот этот. Он, знаете, связан из таких ниточек, что, не знаю, многие бы, наверное, просто бы, ну, как сказать, прошли мимо и даже бы не обратили внимания. А я вот обратила внимание. Мне достался по наследству от сестры, в общем, даже не по наследству, а просто в дар от нее огромный пакет пряжи. Причем пряжа это очень хорошего качества, итальянский мохер, разные мелкие клубочки. Также здесь была какая-то буклированная пряжа в этом же пакете, лен. Вот, все это соединилось в один джемпер, и вот он перед вами. Связан в технике интарсия. Здесь интарсия такими обычными квадратиками самыми связана. Весь пакет был именно вот в такой вот гамме, которая сейчас перед вами. И я посчитала, что он очень хорошо, этот весь мохер сочетается между собой, поэтому он сложился вот в этот джемперок. Я очень люблю вязать такие вещи, когда меня ничего не ограничивает, ни в выборе там каких-то цветов, ни в выборе фасона. Я просто сажусь, беру спицы и вяжу. И даже не думаю ни о каких там расчетах, о каких-то там, не знаю, какой-то высшей математике, которую я в вязании вообще терпеть не могу, потому что для меня это скукота смертная. Вот. И я сочиняю, как сказать. Поэтому даже на этом джемперке у меня вот нотки со скрипичным ключом здесь вышиты, поскольку это джемпер, в общем, моего сочинения, моя симфония, которую я сочинила. Не знаю, как она вам, мне он очень нравится, он такой мягкий, уютный, очень теплый. Немного, конечно, есть места, которые покалывают, но это не страшно абсолютно. Вот. И, к сожалению, самое большое разочарование было, когда я вязала этот джемпер, когда у меня закончился мохер абсолютно весь до самой последней ниточки. Вот. И остался только вот этот вот буклированный непонятный моток, который я вынуждена была использовать на рукава. Ну, по-моему, вроде бы как все сочетается. Спинка тоже связана в технике интарсия, вот, поэтому вот как-то так. Здесь все очень просто, обычная лицевая гладь, и все, больше ничего. Спицы и мои руки, и моя фантазия. Вот. Может быть, я кого-то вдохновлю тоже на создание такого джемпера. Мне будет очень приятно, если вам понравится, и вы захотите себе такое же связать. Плечо здесь спущенное, прямая пройма, все очень просто. Следующий участник моего видео, это вот этот старенький такой джемперок, который уже, я не знаю даже когда вязала, по-моему, даже еще до моей группы ВКонтакте. Еще даже я группу никакую не создавала, и уж тем более канала у меня не было. Он связан из литовской пряжи Midara Wool Jazz, 100% шерсть. Она очень похожа на дундагу, но она толще, и у нее не такие переходы, конечно, как у дундаги, менее такие красочные, но тем не менее тоже симпатичные. Здесь я тренировалась на этом джемпере вязать точной рукав от плеча. Вот, целиком здесь связан рукав от плеча полностью по кругу на круговых спицах до низа. Здесь еще у меня здесь такие погончики сделаны. Здесь пришита пуговка. В общем, вот эти погончики, мне кажется, это изюминка этого джемпера. Он довольно колючий, даже для меня, поскольку я, в общем-то, в принципе, не сильно такая, знаете, чувствительная к колючести, но здесь довольно такая ощутимая эта колючесть. Тем не менее, джемперок очень часто носился, и сейчас он носится довольно часто.
Если я про него, конечно, не забываю, потому что у меня очень много вязаных вещей. Иногда, честно говоря, даже забываю что-то носить. Вот. Потом достаю и удивляюсь. Оказывается, у меня есть такая вязаная вещь. Сегодня я начну, пожалуй, с таких более древних экземпляров. Вот он к ним относится. Я его никогда вообще не показывала, тем более здесь, на YouTube. Вот. И решила сегодня вытащить из своих закромов, поделиться, наконец-то, в конце концов. Давно вынашивала идею такого видео. Не знаю, если вам понравится, то я, конечно же, сниму продолжение. Сегодня много показывать не буду, чтобы вам не загружать слишком голову. Вот. Ну, вот такой вот джемперок. Он где-то есть у меня фотографии, я вставлю, постараюсь, по крайней мере, вставить фотографии как в полный рост, я в нем смотрюсь. Вот. И покажу еще на фотографиях, все-таки это как-то более представительно будет смотреться. Ну а сейчас здесь у меня такая локация, я не могу встать в полный рост, поэтому вот, как-то так. Ну, в общем, мне кажется, в принципе, наверное, и так все видно. Рукава здесь такие длинненькие. Кстати, хочу сказать, что вот эта вся шерсть, она со временем, не знаю, почему-то садится прямо в шкафу, усыхает. Что вот виды стопроцентные там, что вот Дундага, Мидара, вот это все у меня подсело. Все сжалось, рукава стали короче. В общем, девочки, кто вяжет из такой шерсти, впервые имейте в виду, что с ней может такое случиться. Поэтому успевайте все поносить. Ну вот еще один довольно тоже древний мой фаворит. Очень люблю этот джемпер, ношу его часто. Связан он тоже из различных остатков пряжи. Здесь и пряжа с альпакой, и какая-то обычная полушерсть. Так, что еще здесь? И остатки пряжи Alizolana Gold 800 от моего джемпера на круглой кокетке, мастер-класс по которому есть на моем канале. Вот. Я его, кстати, покажу тоже. Расскажу, что я думаю вообще об этой пряже. В общем, этот джемпер вязался тоже спонтанно, абсолютно из головы. Связан он крючком, регланом, с вырезом горловины. Вот здесь вот. Реглан здесь с вырезом горловины. Регланные линии оформлены вот таким вот образом. Что еще? Он связан очень интересно. По-разному, в общем, здесь в разных направлениях вязания. Сначала начиналось все вот с этой полоски. Есть у меня похожий кардиган «Песочные часы», тоже мастер-класс есть на моем канале по тому кардигану. И вот это что-то оттуда немножко. Потом вот эти плечи связались, потом вся полностью, как сказать, вот эта вот тушка. Хоть не люблю это слово, но не знаю, как по-другому здесь сказать. Вот. А потом уже привязывались рукава, когда все вместе соединилось. Я этот джемпер тоже показывала, не знаю, по-моему, в каком-то видео я его показывала, но вот на себе, как бы, я его еще не показывала ни разу. Есть он на фотографиях, но я думаю, что фотографии вряд ли кто-то смотрел. Ну, это, наверное, может только те, кто очень подробно следит за моим творчеством. Ну, не знаю, много ли таких, конечно, людей на моем канале, но тем не менее, я просто решила его тоже показать. Ну, связан тоже очень давно, вязался он на каком-то больничном, от тоски, в общем, как бы я сказала, чтобы было не скучно. И вот он такой веселенький у меня получился. Мне он очень нравится, я его часто ношу. Он довольно такой уже затасканный, конечно, но не сильно пряжа потеряла такой свой вид. Вот, но тем не менее он уже довольно затасканный. Вот эта вот пряжа с альпакой, из которой у меня связано платье мое. Есть тоже мастер-класс по этому платью. Очень затаскан, не то затасканная, сказать, очень закаталась, свалялась, вот как бы я сказала, очень свалялась эта пряжа, и выглядит она как валенок. Конечно, платье, оно просто такое меховое получается, практически шуба, вот, и носить его можно, ну, я не знаю, только в лютый мороз, минус 40, наверное. Такой зимы у нас давно не было, поэтому платье пока что все еще лежит. Вот, опять же, актуальность вязаных платьев в моем гардеробе вообще очень-очень такая низкая. Я практически вязаные платья не ношу. У меня их всего лишь, наверное, 3. В
Вот единственное, которое я ношу, это хлопковое платье вязаное. А вот это зимнее, оно у меня лежит в шкафу просто мертвым грузом. Не знаю, наверное, нужно его распустить, но этот валенок вряд ли, конечно, получится распустить. Поэтому буду ждать морозов минус 40 и буду пытаться его носить. Сейчас буду показывать еще один свой колючий ежик. Это уже дундага, настоящая дундага. Здесь такой какой-то двух-трехцветный, как сказать, переход в таких болотно-салатовых тонах. И вот такие вот салатовые рукава, потому что вот этого цвета мне не хватило. И это я покупала на распродаже как сказать, как комплект, ну я не знаю даже как это, в общем, как пряжа компаньоны, продавалось это на распродаже по очень такой неплохой цене, поэтому я решила купить. Вот, и связалась у меня вот такая вот вещь на круглой кокетке спицами. Здесь вот дундага здесь в одну нить, спицы здесь, по-моему, номер 2. Очень тоненькие, вот, и рукава здесь, кстати, получились немного толще, но пряжа здесь тоже в одну ниточку, но она почему-то немного толще оказалась, эта пряжа одноцветная, вот, и вот пришлось сделать такие вот рукава другого цвета. Очень тоже колючий джемпер, даже для меня, не знаю, в общем-то, в принципе, по-моему, эта пряжа, вот честно, девочки, не обижайтесь, кто любит эту пряжу, она не стоит этих денег, я вам скажу. Наша рассказовская ангорка, наш рассказовский меринос, вот, я сейчас, кстати, вам следующим кадром покажу следующий свитер, там будет лопапейса, вот, она мягче, она гораздо мягче и вяжется гораздо приятнее, чем вот эта дундага. Когда я вяжу дундагу, у меня, во-первых, самое неприятное ощущение, это то, что у меня закладывает жутко нос. Хотя я не являюсь аллергиком на шерсть. У меня нет аллергии на шерсть. Это, видимо, на краску такая реакция. Вот. Этот свитер, этот джемпер, простите, носить на голое тело очень сложно, но поскольку он вот такой в облипочку весь, то как-то его одевать еще с чем-то, то получается не очень. И если немного вспотеешь, то колоть начинает еще больше. Тем не менее, я ношу, когда очень холодно. Ну вот пожалела, что связала вот с такой горловиной, потому что, ну, когда сильный мороз, все-таки хочется, чтобы немного здесь на шее что-то было. А у меня здесь как-то вот все очень сильно оголено. Ну, это такая кокетка, ты так задумывалась, поэтому я именно связала так. Вот. Тоже усохла, тоже лежала в шкафу, рукава стали короткими, я вязала их вообще вот до сюда, они у меня были связаны, поскольку уже имела опыт вязания из такой пряжи, и она усохла. Вот. Так что я не знаю, в общем-то, в принципе, можно найти какие-то другие более красивые, более такие дешевые пряжи, которые будут менее колоться и иметь менее других, ну, в общем, поменьше будет иметь недостатка. Кстати, она очень сильно косит. Ее там можно вязать там 2 нитки, хоть 3, хоть как. В общем, там мне говорили, что если там одну ниточку с одного конца, другую ниточку с другого конца, в общем, 2 нитки не должно косить. Ничего подобного, все равно косит. А колется будет еще, колоться будет еще больше, если 2 ниточки, мне так кажется. В общем, только лично мое мнение, никому его не навязываю. Купила несколько раз, больше не куплю. Есть у меня еще жилетка, которую я пытаюсь, в общем, из нее пытаюсь сделать кардиган уже, не знаю сколько лет. Со мной такого вообще редко очень бывает, как чтобы я не доводила вязание до конца. Но вот с тем кардиганом вот именно как раз такая ситуация. И там тоже дундага, она тоже, наверное, уже села, честно вам скажу, уже столько лежит. У меня еще есть остатки этой пряжи, но, честно говоря, ничего из нее вязать мне не хочется. Поэтому пока она лежит, до лучших времен, может быть, я и свяжу из нее какие-то варежки. Очень теплые, с орнаментом. Вообще все как надо. Ну, не буду больше про это рассказывать. В общем-то, в принципе, так-то неплохая вещь, конечно. Мне она нравится, она мне идет. Но как-то так.
я вам покажу еще один джемперок, который тоже у меня очень такой древний уже, достаточно поношенный, видавший виды. Виновницей в создании этого джемпера была моя сестра. Я как-то пришла к ней в гости, а у нас такая вообще есть тенденция, очень мы любим покопаться в вязании друг друга, вот, давать друг другу какие-то там советы по вязанию, вот, что-то там делать, в общем, вместе. И я как-то пришла к ней в гости, а у нее вот этот вот джемпер валялся в недовязах. Причем он так у нее валялся конкретно, она забросила вообще вязание и не хотела ничего вязать, сказала: хочешь, можешь распустить. Но когда я увидела вот этот симпатичный теневой узор, который здесь у нее изображен, я вспомнила еще старый древний журнал Сандра из моего детства, который покупала мама. Я очень любила там разглядывать вот эти все джемпера, вдохновлялась обычно, вязала много чего оттуда. Вот. И мне так стало жалко этот джемперок распускать. Я подумала, что зачем его распускать, его можно просто довязать. В общем, я его забрала у нее и довязала. Теневой узор у нее был связан, по-моему, только до сюда. Дальше у нее было просто отложено это вязание. Непонятно на какой срок, как вы уже поняли. В общем, я довязала плечи. Спинка связана просто лицевой гладью, рукава тоже связаны лицевой гладью, честно говоря. Подробностей дальше я не помню. Ну, в общем, очень простое вязание, очень простой свитер. Связан он из пряжи подмосковная, Троицкой фабрики. Кстати, пряжа неплохая. Вот по сравнению, кстати, даже с той же Дундагой. Она менее колючая, хотя тоже такая довольно шерстяная. Приятно носить, вязать тоже приятно. Расход, кстати, у нее мне очень нравится. Расход у подмосковной пряжи. Я не знаю, в чем секрет. Вроде бы это очень такая толстая ниточка, но расход у нее какой-то, ну, я не знаю, минимальный. У меня на мужской свитер огромный, 52 размера, ушло 4,5 мотка пряжи. В общем, не знаю почему. Вот. И мне нравится этот свитерок. Цвет мне этот очень, кстати, идет. Ну, как на мой взгляд. Поэтому я его ношу часто. Но это такой, знаете, самый обычный рабочий свитер. Там куда-то съездить на дачу, там сходить на работу под куртку, ну или так что-то там, в магазин сходить, с собакой погулять, в общем, как-то так. Но тем не менее он такой уютненький, приятненький, мне он очень нравится. Тем более это как такой, я считаю, как оберег, потому что половина его связана руками моей сестры, вот, и мне он очень дорог. Вот, так что вот такой вот, это как, я люблю такие вещи, которые содержит в себе изначально какую-то историю интересную. Вот. А этот джемпер именно содержит в себе интересную историю. Поэтому он мне очень дорог. Я его люблю. И буду носить еще долго. И в завершении сегодняшнего видео я вам хочу показать свой тоже очень любимый свитер Лапопейса, которую я вязала в прошлом году. Из рассказовской пряжи. Рассказовский здесь, нет, не меринос, рассказовская ангора здесь. Двух цветов. Вот такая вот, как называется, асфальт, типа твид. Тут такие крапушки твидовые. И вот такой вот белый. Когда я получила эту пряжу, сначала подумала: боже мой, что же можно из нее связать. Она такая, знаете, довольно такая, как сказать, ну, мягко говоря, не сильно яркая, вот. А потом, со временем она у меня полежала, я подумала своей головой, был, в общем, такой уютный январский вечер на новогодних каникулах, заняться, знаете, особо нечем, вот, и я взяла спицы круговые, взяла эту пряжу, посидела, подумала, поковырялась в гугле, нашла хорошую схему лапопейсы, подумала, что я еще ни разу не вязала лапопейсу, поэтому надо как-то организовывать себя. В общем, села, начала вязать, и вот получился вот этот свитерок.
Вот опять же, в сравнении с Дундагой, по цене это просто в разы дешевле, по качеству это лучше в разы, он меньше садится, рукава здесь такие же остались. По тактильным ощущениям очень хорошо, хотя тоже немного покалывает, но по сравнению с Дундагой просто мягкий свитерок. Очень теплый, носить приятно. Тем более он вызывает у меня такие, знаете, теплые, приятные ассоциации. Еще у меня есть такая фотосессия зимняя, и меня там сын фотографировал в сугробах на берегу реки. В общем, я покажу вам эти фотографии. Очень люблю эту вещь. Вот. Ну, такая, знаете, вещь, ее можно носить очень-очень долго, наслаждаться ее видом. Ну вот, я надеюсь, что не сильно вас утомила. Больше не буду показывать пока в этой части никаких своих вязалок. Если вам понравится такой формат, то вы мне обязательно напишите, ответьте, нужно ли вам делать вторую часть, интересно ли вам вообще такое видео, и что вы вообще обо всем об этом думаете. Потому что ваша активность, конечно же, это очень-очень хорошо, это самое, как сказать, главное, чтобы я могла понимать вообще, нужно ли мое творчество вообще кому-то, интересно ли это кому-то, вот, чтобы я не зря как бы трудилась вообще, не зря старалась, и, в общем, очень интересно послушать ваше мнение. Я тут посмотрела некоторые отдельные кадрики, конечно, пока снимала это видео. Наверное, я не все буду выставлять, потому что, как я потом посмотрела, уже из некоторых вещичек я, конечно, выросла. Ну, не знаю, я подумаю, конечно, выставлять, не выставлять, но если выставлю, значит, я решилась на подвиг, поэтому строго меня все-таки не судите. Все как бы течет, все изменяется, мы растем, мы взрослеем, вот, меняемся, поэтому как-то так. Ну все, всем пока, до новых встреч на моем канале, с вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.